По теме сегодняшнего занятия Сватхистхана, да, подсознание. Вишудха Анахата Манипура – это аналог наших чакр головы во многом. Восприятие, интеллект, воля. Да, Муладхара – физические действия. Сватхистхана – это в большей степени взаимодействие с социальной средой, с людьми, социальными законами и получение тех или иных благ, когда вы действуете на основе тех или иных законов. Первый блок посвящен стремлениям Сватхистхана, они связаны вот с этой сферой. Первый из них – это власть. Муладхара – исполнитель. Да, человек он не может планировать, он может делать то, что ему сказали. Да, Сватхистхана, второй уровень развития – это начало организации и управления. То есть человек способен оценить, поставить задачу, распланировать, проконтролировать, наказать, наградить. Да, вот он способен организовать небольшой процесс и привести его к результату. Соответственно, если человек не способен организовать несколько человек и привести к результату, вопросы второго уровня у него не закрыты. Следующая – карьера и профессионализм. Большая структура, человек изучает ее законы, и он шаг за шагом поднимается вверх. Если эту задачу не решает, опять же, вопросы второго уровня, он их даже и не ставит. Понять, как работает организация, приносить благо организации, двигаться вверх. Если у человека не работают эти целевые установки, то он не идет к успеху. То есть он не желает роста благ в своей жизни. В принципе, не желает, у него нет такой цели. Поэтому имеет то, что имеет. Например, людей, которые не имеют, не заматериализованы. Большинство бизнес-тренеров абсолютно не заматериализованы. Они говорят, деньги никогда не могут быть основной целью жизни. Ты должен быть сильным, ты должен быть личностью, ты должен развиваться, ты должен быть единым с этим миром, у тебя должно быть служение. Если этого нет, ты никогда не можешь быть успешным. Да? Поэтому по отношению денег они не могут быть целью, это условие для достижения тех или иных целей. Поэтому в данном случае цель – финансовая независимость, это долг, обязанность каждого человека решить свои вопросы. Ответственный ты решаешь, безответственный ты ждешь. И обижаешься, что с неба не капает. Если человек переложил ответственность за финансовый успех на кого-то, он однозначно подключен эгрегором неудачников, прочих там пройдох и глупцов и иллюзионистов. В принципе, он не имеет никакого отношения к успеху, если он не взял ответственность за достижение соответствующей цели. При этих условиях человек получает необходимые финансы. Да? Формула успеха, да, как любые силы, оценивают готовность человека управлять определенными ресурсами и вообще-то прийти к той или иной вершине. Да, поэтому твои цели должны соответствовать духовным законам. У тебя есть цели, у тебя есть планы, ты тренируешься, ты готовишься, чтобы этому соответствовать, ты идешь и делаешь. Тогда ты как-то подключен к будущему, ты к нему идешь. Во всех остальных случаях, в общем, ты идешь куда угодно, но только не к росту своих доходов. В том числе должен быть мотив, как эти деньги правильно потратить, в том числе лично на себя. Да, вот есть профессиональная сфера, как управлять, и чтобы это приносило благо этому миру, но в том числе лично для себя. В какой-то мере это как буржуйчик такой, да, вот бизнесмен какого-то уровня. По большому счету, второй уровень развития в материальной сфере – это мастер получать наслаждение. Кто такой бизнесмен? Это человек достаточно коммуникабельный, достаточно обаятельный. То есть он может заключать договора. Если у него этого навыка нет, он не может быть бизнесменом. Да? Поэтому по взаимоотношениям с ним комфортно, и он ищет, да, чтобы те люди, с которыми он общается, ему было комфортно. Чтобы это было приятно, чтобы это было взаимовыгодно, чтобы это были надежные партнеры, деловые связи и друзья. Да, приятно, чтобы было общаться. Не на эмоциях, да, по проблемам соответствующие способности, не так же здесь, а так, чтобы это наслаждение. Да, общение должно давать наслаждение. Дальше по принципам, по лепесткам и по внутренней символике, что именно сейчас по лепесткам. То есть фактически это принципы, да, способности, навыки, которые позволяют человеку достигать соответствующих результатов, да, по организации процессов, по наслаждению. Первый из них – не присвоение чужого,
Если, скажем, на первом уровне этот принцип означает, там, украл лопату, да, что-то материальной ценности, то здесь это деньги или там, не разрушать какие-либо взаимоотношения другие, не воровать идеи, вот на таком уровне. Чуть повыше, чем лопата там, или яблоко на дереве, ну или что-нибудь еще. Реализация предназначения, но в данном случае предназначение имеется в виду в большей степени связано с ролями. То есть если ты руководитель, то твое предназначение – управлять. Ты обязан брать на себя ответственность, ты обязан ставить цели, ты обязан планировать, ты обязан распределять задания, ты обязан договориться, ты обязан это задание выдать, оценить, наказать или наградить. Конфликты там урегулировать, ты вот за это отвечаешь, это твое предназначение. Терпимость в большинстве рекомендаций, там, кодексов, уставов. Будь требователен к себе и терпим к другим. Люди несовершенны, но как бы ангелов нет, у каждого есть свои уязвимые места. Если ты взаимодействуешь с людьми, у них что-то не так, это не значит, что ты должен взвиваться, нервничать, обижаться, раздражаться и все остальное прочее. Да? Чтобы ты мог быть руководителем, комфортно взаимодействовать с людьми, спокойно, доброжелательно и находи ключи от души этого человека. Задача по второму уровню – это развитие тела. В целом, чем выше уровень цивилизации или развития общества, тем спорт и требования к физической подготовке, они выше. Ну, скажем, там, в Европе больше занимаются спортом, чем в Африке. Там как бы бездельничают, кушают гашиш там, или еще что-нибудь. Да? Да, вот чем выше уровень общества, чем выше уровень человека, тем он больше внимания уделяет, ну, как бы, позаботься о себе и сделай это правильно. Соответственно, человек, который не уделяет внимания своему физическому телу, требования второго уровня не выполняет. У него меньше энергии к успеху, он не летит, он может там хромать по чуть-чуть, если вообще хромает, да, в эту сторону, но он туда не идет. Почему? Он нарушает закон элементарно второго уровня. Будь энергетичным, тебе для управления, для карьеры, да, нужно много энергии, будь энергетичным, выгляди классно. Мы прошли по лепесткам, дальше по внутренней символике чакры. Да, вот внутри там животное такое, дельфин или кит с хоботом слоника, да, макара называется. Первые по нему идут. Да, правдивость перед обществом. Соответственно, если человек эти принципы нарушает, то вместо вот веселенького такого и красивенького будет там акула, крокодил или что-нибудь такое поганенькое, такое хищное, с красными глазами, по-разному. Кто что там запрограммировал, да, кто какие себе там включил проблемки. Правдивость перед обществом. Да? Если ты бизнесмен, да, ты честен, то ты не продаешь брак и не говоришь, что это хорошо. Не продаешь гнилые продукты, там, не обманываешь, не обвешиваешь, не причиняя вреда телу, там, ударил, синяк или там, ухо откусил или еще что-нибудь. Да? Ты не причиняешь вреда. Не близким, но так ободельные принципы мы их объединим, не близким, не каким-либо другим людям. Да, потому что по отношению близких. За кого-то горой, все остальные ничто, и с ними можно делать что угодно. Умеренность, да, ну, собственно, умеренность во всем. Да. Будешь много и станешь обжорой, мало помрешь с голоду, станешь там, хилым, ну и так далее. Сон, неважно, ну, вредные привычки должны полностью отсутствовать. Работа, там, волевой нажим в любых процессах, везде есть своя мера. Вот ее нужно понимать. В данном случае в материальном в том числе. Да. Сколько там вещей должно быть у человека, чтобы не стать там, фетишистом, рабом вещей. Да, ты должен везде видеть меру, да, гармонию. Собственно, если вы реализуете законы второго уровня, да, вы классно выглядите физически, вы классно выглядите внешне в плане имиджа, у вас красиво дома, там какая-то машинка у вас бегает, тоже ничего. Работа у вас тоже ничего. Место, где вы работаете, тоже классненькое. Это законы второго уровня. Если вы к ним идете, значит, у вас есть такие целевые установки. Если нет таких целевых установок, вы находитесь на уровне ниже. По целям, следовательно, по действиям. Да? Поэтому нарисовали, да, а чтобы к этим целям идти, к ним нужно иметь позитивное отношение.